Вот еще один монитор, который не работает вообще. Не включается, не реагирует на кнопки, ничего не горит. Я вскрыл монитор. И сейчас смотрим на материнскую плату. При внимательном рассмотрении обнаружены вот здесь вот на материнской плате сгоревшие микросхемы. При дальнейшем изучении материнской платы удалось выяснить, что эта сгоревшая микросхема является двойным n-канальным полевым транзистором. Но это я вычислил по параллельной линии питания. Вот он на схеме, на картинке. Электрической схемы достать не удалось. Связывался с производителем ИСИК, производителем этой материнской платы. Но они отказались давать какие-либо схемы. Сказали, что плата старая, надо покупать новую. Перепаяв полевой транзистор, я заметил, что штекер, к которому подключается шлейф, ведущий от материнской платы на плату Тикон, имеет проблемы. У него обломаны несколько контактов в этом штекере на материнской плате. Такого нового штекера найти не удалось. И тут мне попалась еще одна материнская плата, старый монитор меньшего диаметра, меньшей диагонали, но с подобной платой, тоже ИСИК, почти одинаковая. Правда, эта новая материнская плата имела дефект, оттуда не работает выход на инвертор, поэтому нет подсветки, в том мониторе не было подсветки. А эта первая плата, нет выхода, рабочего выхода на матрицу. То есть мы имеем две дефективные материнские платы. Вот этот монитор, в котором одна материнская плата внутри, другая снаружи. Вот эта старая, которая была изначально. Вот тут видно поломанный штекер. Вот так я сделал подключение. Отсюда выходит провод на высоковольтный инвертор. Все. И здесь подходит питание от отдельного блока питания. То есть вот этот отдельный блок питания питает только вот эту материнскую плату. А внутри стоит другой блок питания и другая материнская плата. Сейчас покажу. Также здесь пришлось доработать, поставить тумблер и вырезать часть обшивки, чтобы уместилась вот эта плата, которая идет на кнопки меню. Такая небольшая платка управления, она не влазила, пришлось вырезать здесь часть задней крышки и поставить, все туда укрепить. Вот так выглядит внутри. Вот это другая материнская плата, на которой не работает выход на инвертор. Вот свой блок питания. Вот плата инвертора. Вот здесь внутри сделано так. Все, закрываем. Сейчас поставим на место и включим. Теперь это вот так. Включаем. Вот здесь что получается. Поставил тумблер. Вот это управление меню. И вот такая вот у нас планочка с меню, с кнопочками. А было вот так, как на этом мониторе. Было вот так. Он должен был запускаться с надписью Фуруна. А сейчас он будет запускаться с надписью ABB, потому что другая стоит материнская плата. Вот, смотрим. ABB. Ну и ладно. Все. Монитор работает. И все в порядке. Ну и сейчас посмотрим меню. Как работает. Вот оно открывается. Можно выбирать. Нажать Enter. Можно войти. Выбор. Меню. Enter.
И вот выбираем то, что нам надо. Enter, например, влево. Вот мы налево переключили. Еще раз Enter. Направо. Все. Оно или само уйдет в меню, или нажать меню. Еще раз. И уйдет. Все работает. А это шильдик нашего монитора с обратной стороны.